Самым тяжелым животным из всех когда-либо обитавших на Земле без сомнения является синий кит, вес которого превышает 150 тонн. Насколько нам известно, ни один живой организм в истории не обладал сходной массой, но некоторые существа могли похвастаться более крупными размерами. Динозавры пользуются, пожалуй, незаслуженно пристальным вниманием публики, ведь кроме них на Земле жили и многие другие животные огромных размеров, которых нам никогда не доведется увидеть во плоти. Некоторые из них являются гигантскими предками ныне живущих существ, другие же не оставили потомства и потому представляются особенно удивительными. Но как только вы узнаете, что это за животные, я думаю, каждый из вас наверняка будет рад, что нам никогда не удастся увидеть их вживую. Как мог бы выглядеть плод любви кита и омара? Если бы такое создание существовало на свете, не исключено, что оно напоминало бы гирокосиду. Эта доисторическая креветка двухметровой длины обитала на Земле около 480 миллионов лет назад. Она принадлежала к ныне вымершему роду Аномалакарис. Животное смахивало на космического пришельца. При помощи сетчатых отростков на голове она выцеживала из морской воды планктон. Жизнь гирокосид пришлась на период роста видового разнообразия планктона. В результате эти животные не составляли конкуренции в поисках пищи большинству других аномалакарисов, плотоядных хищников с острыми зубами. Не исключено, что и гирокосида поможет нам выяснить, как развивались конечности членистоногих, представленных современными пауками, насекомыми и ракообразными. Ракоскорпион. Самый жуткий ночной кошмар арахнофоба. Этот гигант длиной в 2,5 метра претендует на звание крупнейшего из членистоногих, когда-либо населявших Землю. В английском языке существо известно как морской скорпион. Это название не точно. Ракоскорпион не был скорпионом в прямом смысле этого слова, да и водился, скорее всего, не на дне морей, а в реках и озерах. Жил он около 390 миллионов лет назад и питался рыбой. Впервые этот вид был описан только в 2008 году. В карьере неподалеку от немецкого города Прюм нашли окаменелую клешню длиной в 46 сантиметров, все, что осталось от животного. Однако соотношение между размерами клешни и всего организма у раков скорпиона весьма постоянно. Поэтому исследователи пришли к выводу, что ракоскорпион достигал в длину от 230 до 259 сантиметров. Эта находка еще одно доказательство того, что доисторические ракоскорпионы были очень крупными. Никто достоверно не знает, почему ракоскорпионы вырастали до таких гигантских размеров. Некоторые ученые предполагают, что разгадка кроется в составе атмосферы Земли. В некоторые периоды прошлого уровень кислорода в ней был гораздо выше, чем сейчас. Другие же указывают на относительно небольшое разнообразие живых тогда позвоночных хищников, включая рыб. На что была бы похожа помесь медведя и хомяка размером со слона? Возможно, на мегатерию. Этот вымерший род гигантских ленивцев обитал преимущественно в Северной Америке в период от 5 миллионов до 11 тысяч лет назад. Хотя мегатерии были мельче динозавров и шерстистых мамонтов, они являлись одними из крупнейших наземных животных. Длина их достигала 6 метров. Мегатерии были родственниками современных ленивцев, броненосцев и муравьедов. Скелет мегатерии был чрезвычайно крепким, вероятно, животное обладало большой силой, но не отличалось скоростью передвижения. Многие ученые полагают, что мегатерии использовали свои длинные передние конечности, снабженные крупными когтями, чтобы срывать с деревьев листву и обдирать кору на высоте, недоступную для более мелких животных. Однако высказывается и предположение, что мегатерии могли питаться и мясом. Форма их локтевых костей предполагает способность к быстрому движению передними конечностями. Не исключено, что мегатерии убивали свою добычу взмахом лапы. Доисторическим рыбам приходилось опасаться не только крокодилов. На Земле в незапамятные времена водились также гигантские плотоядные земноводные, внешне похожие на огромных саламандр. Окаменевшие останки метапозавра были найдены в Германии, Польше, Северной Америке, Африке и Индии. Большинство доисторических видов исчезли с лица Земли около 201 миллиона лет назад. Тогда вымерли многие позвоночные, включая крупных земноводных, что дало динозаврам возможность установить свое господство на планете. Метапозавр был описан не так давно, в марте 2005 года, Стивеном Брашеттом из Эдинбургского университета и его коллегами. Его назвали Метапосаурус алгарвенсис в честь региона Алгарве на юге Португалии, где и были найдены останки. У двухметрового метапозавра была широкая плоская голова с пастью, усеянной сотнями зубов. Небольшие слабо развитые конечности указывают на то, что он проводил не так много времени на суше. Метапозавр является прародителем современных земноводных, таких как лягушки и тритоны. Несмотря на
свой внешний вид метапозавр имел весьма отдаленное отношение к нынешним саламандрам. Еще один претендент на титул крупнейшего членистоногого в истории – артроплевра из рода тысяченожек, достигавшая 2,6 метров в длину. Артроплевры жили в период от 340 до 280 миллионов лет назад, и не исключено, что они были обязаны своими гигантскими размерами высокому содержанию кислорода в атмосфере. Никому пока не удалось найти окаменевшую артроплевру целиком. Фрагменты скелетов до 90 сантиметров в длину были обнаружены на юго-западе Германии, а следы, которые, как предполагают ученые, были оставлены этими тысяченожками, обнаружены в Шотландии, США и Канаде. Исследователи полагают, что туловище артроплевры состояло примерно из 30 сегментов, покрытых сверху и с боков защитными пластинами. Поскольку ископаемых останков челюстей артроплевры пока не обнаружили, трудно сказать наверняка, чем она питалась. Палеонтологи, изучавшие окаменевшие экскременты этого существа, выявили в них споры папоротника, что указывает на вероятность присутствия в их рационе растительной пищи. Дунклеостей был самый крупный из доисторических панцирных рыб плакодерм. Его голова и грудь были покрыты сочлененной бронированной пластиной. Вместо зубов эти рыбы обладали двумя парами острых костных пластин, которые сформировали клювную структуру. Дунклеостей, вероятно, был истреблен другими плакодермами, у которых были такие же костные пластины для защиты. Их челюсти достаточно мощные, чтобы резать и пробивать бронированную добычу. Один из крупнейших известных найденных экземпляров был 10 метров в длину и весил 4 тонны, что делает его одной из рыб, которую ты точно не хотел бы поймать на спиннинг. Эта рыба была совсем неразборчива в еде, ела рыбу, акул и даже рыб своего семейства. Но, вероятно, они страдали от расстройства желудка, спровоцированного окаменелостями полупереварившихся остатков рыб. Ученые из Чикагского университета заключили, что Дунклеостей обладал вторым по силе укусом среди рыб. Эти гигантские бронированные рыбы вымерли. Просто вымерли. И слава богу. Около 60 миллионов лет назад, вскоре после того, как вымерли динозавры, на планете появилась пресмыкающаяся, длина которого вдвое превышала длину крупнейших из современных змей. Длина змеи вида Титанобоа достигала 14 метров, а масса ее тела превышала тонну. Впервые змея была описана в 2009 году, после того, как в колумбийской угольной шахте нашли окаменевшие позвонки и череп этого монстра. Хорошо, что не живой экземпляр. Считается, что Титанобоа – дальний родственник анаконды и удава. Змея убивала добычу, сдавливая ее кольцами своего туловища. Не исключено, что она охотилась в том числе и на крокодилов. Для выживания змеям необходим внешний источник тепла, поскольку сами они не способны регулировать температуру собственного тела. Вероятно, змея Титанобоа достигала таких внушительных размеров лишь потому, что в те времена температура на Земле была чуточку выше. Возможно, тебе приходилось слышать истории о гигантских акулах втрое длиннее большой белой акулы и в 30 раз тяжелее ее. Можешь не волноваться, таких чудовищ давно не существует. Их называют мегалодонами, и никто точно не знает, насколько крупными они были в действительности. Как и у всех акул, скелет мегалодона состоял из хрящей, а не из костей. Поэтому окаменелостей до нашего времени почти не сохранилось. В результате приходится делать выводы о размерах этой рыбы лишь на основании обнаруженных зубов, от которых и происходит греческое название чудовищ, означающее в переводе «огромный зуб», и отдельных фрагментов позвонков. По последним оценкам ученых, длина мегалодона составляла приблизительно 15 метров. Для сравнения, длина самой крупной большой белой акулы не превышает и 6 метров. В гигантских челюстях мегалодона насчитывалось свыше 200 зазубренных зубов, каждый длиной до 16 сантиметров. Сила сжатия челюстей составляла 28 тысяч тонн, в 4-6 раз выше, чем у тираннозавра. Предположение о том, что мегалодон дожил до наших дней, было высказано в фильме «Акула-монстр. Мегалодон жив», показанном в 2013 году по каналу Discovery. Фильм подвергся уничтожающей критике из-за того, что в нем использовались фальсифицированные видеокадры и комментарии актеров, выдававших себя за ученых. Настоящие же ученые считают, что мегалодон жил в период от 16 до 2,6 миллионов лет назад. После этого, согласно научной работе, опубликованной в 2014 году, крупнейшими обитателями океанов стали киты, и мегалодона с нами уже никогда не было. Но, может, ты знаешь намного больше о тайне мегалодона и о других животных из этого видео. Так что напиши в комментарии свою версию, и, возможно, мы тогда не поблагодарим его за вымирание.